Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете русское радиошоу. Я Сергей. Я Артур. Привет! Это Мартин, у которого уже большой фан-клуб в русском радиошоу. Друзья, сегодня у нас очень интересная тема. Часто, когда вы отвечаете на какой-нибудь вопрос или высказываете свое мнение, вы говорите «да» или «нет». Это правда. Но русский язык намного богаче. Мы очень часто вместо просто «да» или «нет» говорим другие слова, у которых есть разные эмоциональные оттенки. Конечно, разумеется, само собой. Естественно. В общем, друзья, об этом мы сегодня поговорим в русском радиошоу, но начнем с интересных новостей. Артур, я не буду воровать у тебя минуту славы. Расскажи о своем YouTube-канале и о своем Инстаграме, а также ТикТоке. Да, ну я надеюсь, ты ссылки дашь под этим видео. Конечно, друзья, в комментариях вы увидите все ссылки. Итак, важная новость. У Артура появился свой YouTube-канал. Russian без Артур. Да, и также страница в Инстаграме и в ТикТоке. Да. И главная особенность, одна из особенностей моего канала, что я буду делать еженедельно небольшие влоги для разных уровней, от А2 и выше. Эти влоги будут рассказывать о обычной повседневной жизни на русском языке, для того, чтобы можно было слушать живую русскую речь. Минимум грамматики, максимум обычной живой речи. Я большой фанат. Мартин пукнул. Это нормально, все уже знают, что во время записи подкаста Это не я. Мартин это делает. Так, напомню, друзья, что также вы можете подписаться на мой канал, если вы этого не сделали. Я могу стать с большим удовольствием вашим учителем. Артур может стать тоже вашим учителем. Выбирайте, кто вам больше нравится. Кстати, у нас с Артуром есть студенты общие, которые периодически занимаются со мной и периодически с Артуром. Кстати, в этом есть большой плюс, потому что мы привыкаем к одному голосу, к одному темпу речи, правда? Это правда, и даже я, как студент, изучающий испанский, это хорошо понимаю. Лучше слушать разных людей. Потому что у каждого из нас свой голос, свой темп речи, свой словарный запас. Это очень важно. Да. Один из студентов сказал мне о том, что мы по-разному говорим. Мы говорим на одном языке, но у нас разный вокабуляр, разный словарный запас. Это нормально. Так что, друзья, мы с большим удовольствием станем вашими учителями. Так, все, как я люблю говорить, меньше слов, больше дела. Итак, хватит говорить просто «да» и «нет». Русский язык намного богаче, и в конце этого выпуска вы узнаете много очень полезных, живых, хороших аналогов словам «да» и «нет». Мы начинаем! Русское радиошоу. Ну, во-первых, «да» — это самый простой вариант. Ты сегодня работаешь? Да. Все понятно. Конечно. Очень интересное слово. Мы пишем «конечно», но говорим Конечно. И такой вариант. Ты поможешь мне с домашним заданием? Конечно. Одно маленькое замечание. Давай. В русском очень важна интонация. Да. И с помощью «конечно» в русском мы можем дать понять человеку, что мы тебе не поможем. Можно сказать, конечно, так, что это будет означать «нет». Например, ты мне можешь дать в долг 100 евро? Ага, конечно. Ага, конечно. Да, но вообще, если вы говорите с доброжелательной интонацией, конечно, означает «да». Да. Следующее слово «разумеется». Тоже аналог «да», конечно. Артур, ты придешь на встречу вовремя? Разумеется, Сергей. Конечно, вовремя. Да, вовремя. И еще одно интересное слово «естественно». Причем, как ты сказал, все эти слова можно сказать, произнести с разными интонациями. И иногда и разумеется, и естественно может означать «нет».
Но мы с вами все очень хорошие люди, и мы сейчас говорим «да». Итак, слово «естественно». Артур, ты переживаешь перед экзаменом? Естественно. Артур мог в этой ситуации сказать «конечно». Разумеется. Еще несколько очень полезных слов и фраз, которые делают нашу живую речь богаче. И это тоже в некоторых ситуациях аналоги или замена, если хотите, простому «да». Само собой. Само собой. Очень хорошая фраза. Артур, ты позвонишь сегодня нашему другу? Само собой. Конечно, естественно, разумеется, само собой. И мы очень любим миксовать разные фразы, поэтому у нас есть фраза «само собой разумеется». Такая живая конструкция согласия. Мгм. Артур, ты мне позвонишь завтра? Ну, само собой, разумеется, позвоню. Само собой разумеется. Конечно, позвоню. Да, позвоню. Еще одна очень интересная интересный аналог простому «да». А как же? А как же? Конечно, да. Артур, ты любишь свою работу? А как же? Ты любишь своих студентов? А как же? Очень люблю. Ты любишь Мартина? А как же? А как же? Конечно. И обратите внимание, с какой интонацией мы это произносим. В русском интонация играет большую роль. Это правда. Я думаю, что вы это знаете, потому что вы студенты достаточно высокого уровня. Если вам трудно нас понимать, я хочу напомнить, что вы можете включить субтитры на русском языке или на каком-либо другом языке, но лучший вариант — это скачать PDF-файл с транскрипцией на моем сайте russianradioshow.com. Еще одна очень хорошая фраза, еще один хороший аналог простому «да» — это «еще бы». Еще бы. Ты рад, что сдал экзамен на отлично? Еще бы. Конечно, естественно, разумеется, само собой разумеется, еще бы. И я должен сказать, что, конечно, у всех этих аналогов есть разные эмоциональные оттенки. Мне кажется, что «а как же», «еще бы», они чуть более эмоциональнее, чем простое «да». Конечно, это правда. Так, есть еще «да» с оттенком такой категоричности, уверенности. То есть назовем следующие фразы так. Уверенное, категоричное «да». Здесь мы бы хотели выделить 4 аналога: без сомнения, безусловно, несомненно, однозначно. Записывайте, запоминайте все эти фразы. Например, без сомнения. Артур, как ты думаешь, это правильное решение? Без сомнения. То есть 100%. Никаких сомнений нет. Стопроцентное «да». Стопроцентное Я «да». не сомневаюсь, без сомнения. Безусловно. Это мое любимое. Да, ты часто Я говоришь? очень часто говорю безусловно. Я редко говорю «безусловно». Лично мне кажется, что это слово такое чуть более, может быть, литературное, официальное. Это на мой взгляд. Возможно. Да. И без сомнения тоже, кстати. Этот опыт был полезным для тебя? Безусловно. 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 Без сомнения. Конечно. Да. Естественно. Разумеется. Следующее слово «несомненно». Идея та же. Никаких сомнений. Стопроцентное «да». Как ты думаешь, он хороший преподаватель? Несомненно. Несомненно, да. Несомненно. 100%, да. И еще одно слово «однозначно». Однозначно. И, кстати, вы уже заметили, что эти слова мы можем соединять с «да». Мы можем говорить «несомненно» или «несомненно, да». Однозначно. Как ты думаешь, стоит туда ехать? Однозначно. И вот эти вот слова «без сомнения», «безусловно», «несомненно», «однозначно», они очень хорошо звучат в рассуждениях, в выводах, в аргументации. То есть в простой бытовой речи мы не часто используем эти слова. Например, если мама спрашивает: «Сынок, тебе понравился обед?»
скорее всего, мы просто скажем «естественно», «да», но мы не скажем «несомненно». Если я скажу моей маме, что мне понравился ее борщ, и скажу, что безусловно, мама решит, что Ты со мной обманываешь. всё плохо. Она решит, что ты обманываешь, потому что уж слишком такое официальное слово прозвучало. Есть еще короткие реакции подтверждения, короткие аналоги слову «да», которые тоже мы можем использовать в разных ситуациях. Точно Именно. и верно. Точно, именно, верно. Мы встречаемся в 6 часов? Точно. 100%. Да, конечно, естественно, точно. Именно. Ты вчера про этот фильм мне рассказывал? Именно. Именно про этот фильм. Да, про этот фильм. И верно. Значит, у нас экзамен в пятницу? Верно, Сергей. Верно. Друзья, мы сделаем небольшую паузу. Подписывайтесь на наши каналы. Еще раз напомню, что в описании к видео и к аудио будут все ссылки. И, кстати, если у вас уровень B1, B2, хочу напомнить, что по четвергам у нас есть онлайн разговорный клуб. Все подробности на моем сайте russianradioshow.com. Там вы увидите ссылку Russian Speaking Club. Каждый четверг я для студентов готовлю красивые PDF-файлы с материалами. Я записываю эксклюзивное аудио. Мои студенты за 2 дня до встречи получают эти материалы, готовятся ко встрече, слушают, читают, и во время встречи разговорного клуба мы обсуждаем эти темы. У нас очень весело. С пользой проводим все мы время, так что присоединяйтесь в русский разговорный клуб. Я захотел прийти в русский разговорный клуб. Ты слишком хорошо говоришь по-русски, у тебя не B1, не B2, а чуть-чуть, B2.2. чуть-чуть повыше уровень. Русское радиошоу. Итак, мы с вами обсудили, какими словами мы можем выражать согласие в русском языке, помимо генерального слова «да». Но давайте теперь подумаем, а как мы можем отказываться и говорить «нет»? Какие слова мы можем использовать для этого? Вообще нужно сказать, что мы, русские, очень любим слово «нет». И, например, я всегда говорил своим родителям, что они даже еще до конца не дослушали мою просьбу или мой вопрос и уже Нет, Сергей. говорили «нет». Я помню, когда я был маленьким, я говорил: «Мама, а можно?» Нет. И мама сразу: «Нет». Но справедливости ради, несмотря на то, что в русском языке часто используется слово «нет», мы стараемся его смягчать. Конечно. Я еще раз хочу напомнить и подчеркнуть, те варианты, которые мы даем, это не на 100% замена или аналог словам «да» и «нет». Потому что у всех этих вариантов есть разные оттенки, разные эмоциональные окраски. Поэтому нельзя сказать, что вместо слова «да» или вместо слова «нет» во всех ситуациях можно использовать эти слова. Но мы стараемся в диалогах вам приводить примеры, чтобы вы понимали контекст. Да. Давайте мы сейчас поговорим о мягком «нет». Это маленькая вероятность. Мы мягко не соглашаемся. Или в чем-то сомневаемся. То есть, ты правильно сказал, маленькая вероятность 1% из 100. Что это произойдет, Да. например. Это следующие слова. Вряд ли. Вряд ли. Сомневаюсь. Не думаю. Едва ли. Давайте начнем с вряд ли. Как ты думаешь, он придет сегодня вовремя? Вряд ли, Сергей. Вряд ли. Скорее всего, нет. Очень маленькая вероятность, что он придет вовремя. Маленький шанс. 1% из 100. И давайте посмотрим, как бы грубо звучало, если бы я сказал «нет, Сергей». Да. Это, почувствовать эту разницу очень важно. Нет, это 100% нет. Вряд ли это 99% Что нет, да. Да, скорее всего, нет. Следующее слово «сомневаюсь». Глагол «сомневаюсь», то есть у меня есть сомнение. Он приедет к нам завтра? Сомневаюсь. Скорее всего, нет. Вряд ли, то есть очень маленькая вероятность. Как ты думаешь, это хорошая идея? Не думаю. То есть Артур в этой ситуации мог просто сказать «нет». Но мы очень часто просто говорим «не думаю». Мы хотим звучать мягче, мы не хотим звучать грубо. Да.
Хотя некоторые считают, что русские очень прямолинейные и грубые. Я не согласен с этим утверждением. Мгм. Вот эти «не думаю», «сомневаюсь», «вряд ли» опровергают это. Да. Едва ли. Артур, легко было нашим студентам сдать экзамен по русскому языку? Едва ли. Мгм, то есть, скорее нет, чем да. Итак, давайте еще раз повторим. Вряд ли, сомневаюсь, не думаю, едва ли. Но бывают ситуации, когда мы должны категорично сказать нет. То есть стопроцентное нет. И сейчас поговорим об аналогах. Ни в коем случае Ни в коем случае. и исключено. Исключено. Да, список больше, мы выбрали, на наш взгляд, самые популярные аналоги. Ты расскажешь ему этот секрет? Ни в коем случае. 100% нет. Ни в коем случае, да. И очень хорошее слово «исключено». Исключено. Может быть, он вчера не приехал к нам, потому что забыл о встрече? Исключено. 100% нет. Такая пассивная агрессия и токсик. Исключено. Да, но ты сказал с такой интонацией. Зато как сладко спит Мартин. Пока мы тут говорим о богатстве русского языка и предлагаем вам аналоги «да» и «нет». Эмоциональные отрицания. Мы их так обозначили. Ничего подобного. Мгм. Вовсе нет. Совсем нет. Да. То есть, в принципе, можно сказать, что это тоже такие категоричные «нет». Ну, здесь более эмоционально мы все это произносим. Говорят, что в России всегда мороз, а русские с утра пьют водку. Ничего подобного. И вечером тоже. То есть ничего подобного 100% нет. Вовсе нет. Тоже очень хороший аналог. Домашнее задание было трудным? Вовсе нет. Совсем нет, да. Оно не было трудным, 100% нет. И, собственно, я уже произнес совсем нет. Вот такой диалог. Говорят, что невозможно выучить глаголы движения. Сергей, совсем нет. Их можно выучить, если делать упражнения, приходить на наши уроки и практиковаться. Обратите внимание, что вот эти эмоциональные отрицания вовсе нет. Они используются тогда, когда вы отрицаете что-то, что действительно вас трогает, эмоционально вам близко. То есть вряд ли мы так ответим на утверждение о том, что суп невкусный или еще что-то. Это именно какие-то очень серьезные вещи. Да. И у нас есть все-таки такая черта, как умение быть дипломатичным. Повторюсь, несмотря на то, что есть стереотипы, что мы прямолинейные и говорим «да» или «нет». Итак, у нас следующая, последняя категория – осторожная, дипломатичная «нет». Иногда близкая к фразе «не знаю». Не знаю. Итак, здесь у нас «не уверен», или «не уверена», или «не уверены». Сложно сказать и «не факт». Начнем с фразы «не уверен». Он точно придет завтра? Не уверен. Скорее всего, нет. Мы можем опять сказать «вряд ли». И другие варианты. Сложно сказать. Тоже очень хорошая фраза. Это поможет решить нашу проблему? Сложно сказать. Я как будто снимаю с себя ответственность. Есть такой элемент, но это что-то среднее, на мой взгляд, между «нет» и «не знаю». Да. Можно сказать просто «нет», скорее всего, «нет», «я не знаю», «я не Сложно уверен». сказать. Да. «Не факт». Тоже очень часто. Ты часто говоришь «не факт». Как ты думаешь, он согласится дать нам в долг 1000 рублей? Не факт. Скорее всего, нет. Мы не вернули предыдущую. Мы не вернули предыдущую 1000. Да. Итак, давайте подведем итоги. Было много информации. Я всегда всем студентам говорю. Наша задача дать вам много информации. Если вы запомните хотя бы 5 аналогов, 7 аналогов, да и нет, это уже будет хорошим прогрессом. Конечно. Ну и в чем преимущество подкаста? К нему можно возвращаться и слушать снова. Мгм. Итак, повторим. Вместо «да» можно сказать «конечно», «разумеется», «естественно», Да, само собой, еще бы. А как же? «без сомнения», «безусловно», «однозначно». Вместо «нет» мы можем сказать «вряд ли», «сомневаюсь», «не думаю». Ни в коем случае, исключено. Ничего подобного и вовсе нет.
Не уверен, не факт. И еще раз повторюсь, что это не стопроцентные аналоги, все зависит от контекста, от интонации, от ситуации, и мы надеемся, что наши короткие диалоги вам помогут понять, когда можно говорить и использовать все эти аналоги. Да. Надеемся, что вам было интересно и полезно. Поставьте лайк. Обязательно. А если вы смотрите на YouTube, подпишитесь на мой канал. Если вы слушаете на Spotify, на Apple Podcast, то, пожалуйста, поставьте 5 звездочек или какую-нибудь другую высокую оценку, если вам понравился этот выпуск. Ну и, конечно, еще раз напомним, что вы можете стать нашими студентами. Все подробности в моем инстаграме, в моем тиктоке, на сайте russianradioshow.com. Russian with Artur. Да, у Артура есть тоже Инстаграм, есть ТикТок, все наши контакты. Есть YouTube. Да, и YouTube, извини, я забыл, мы начали с этой новости. На сегодня все, изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока! Пока-пока!